Всем привет, с вами Тандер, и сегодня в видео рассмотрим F-15C Golden Eagle. Начнем с того, что в ветке развития США наконец-то появился самолет с фар-радаром. А это уже в свою очередь означает переход к кардинально другому уровню удобства в использовании вооружения, общей осведомленности и, следовательно, эффективности. Давайте рассмотрим ЛТХ, хотя ничего особенного тут нет, ведь это буквально F-15C. Итак, флаттер равен 1512 км в час по ТАСС на уровне моря или же 2632 км в час по ТАСС на высоте 9000 метров, что весьма неплохо. В целом, если сравнивать с другими топами, F-15C бесспорно неплохой самолет. Например, по динамике разгона с аэродрома он занимает 4-е место, уступая только F-15E, Рафалю и Еврофайтеру. Если говорить по динамике, то я не чувствую никакой тяжести или скованности, хотя, конечно, после Рафаля или F-15E разница ощутима. Я не хочу рассматривать и анализировать F-15C Golden Eagle с точки зрения маневренного боя. Да, он может его вести, но это самолет не для этого, по моему мнению. Давайте перейдем к системам самолета и начнем с РЛС. Ну что же, вот мы и дождались. У США появился фар-радар, и он весьма неплохой. Углы работы радара равны 140 градусам по вертикали и горизонтали, то есть 70 положительных и 70 отрицательных. Из режимов у нас есть ПСК-ИД, СНП, ПСК-ИД ППС, СНП ППС, ПСК-ИДС ППС и ПСК-СНП НСДЦ. В целом стандартный набор режимов, хотя, конечно, основным режимом для нас будет являться СНП, иногда СНП ППС, если нужно найти цель на очень большом расстоянии. Секторность у всех режимов одинаковая. 30 на 15 с проходом за 1,2 секунды, 70 на 15 с проходом за 2,8 секунды и 70 на 30 с проходом за 5,7 секунды. Показатели скорости и размеров секторов приличные, ничуть не уступающие РЛС Рафаля или Су-30СМ. В бою, конечно, особенно в начале, используйте 70 на 30 с режимом СНП ППС, масштаб до 148 км. Это позволит в первые мгновения боя просветить все самолеты врага и держать их в подхвате. А что у нас по вооружению? На самом деле ничего нового, стандартный набор топового истребителя. Из вооружения воздух-воздух у нас есть АИМ-9М и АИМ-120С5. Из вооружения по наземным целям у нас есть неуправляемые бомбы, а также ждамы двух калибров и ГБУ-8. И еще несколько бомб с ЛГСН. Итак, как же себя чувствует F-15C Golden Eagle ВРБ? Долгое время, несмотря на существующие лучшие ракеты для ДВБ 120С5, США были незавершенным пазлом. Минусом были плохие радары, точнее не плохие, стандартные, хорошие для ЩАР, но когда у противника фар, а у тебя нет, разница существенна. С появлением же фар пазл сложился, к тому же изменение инверсионного следа позволяет теперь играть от высоты на полную катушку. Как вы поняли, я советую играть вам от высоты, ведь для этого у нас есть буквально все условия. Хороший ЛТХ и СПО, прекрасные ракеты, радар, к тому же вы можете взять дополнительно до 640 контрмер. Я рекомендую 8 120С5, 1 ПТБ и доп. Блоки контрмер, которые нужно перевести в ДО, то есть 650 ДО, 120 ЛТЦ и ДО в сам самолет. Топливо можно брать около 24 минут на большой карте. Такой сетап позволит вам играть от высоты, не боясь никого. Вы буквально почти неуязвимы, если будете делать правильные маневры против ракет, которые с таким количеством ДО не сложны. Ваша же средняя скорость на высоте должна быть не ниже 1,2 маха. В идеале, чем выше, тем лучше. Это позволит вам уклоняться за счет энергии, к тому же придавать огромную начальную скорость ракете. Старайтесь лететь не прямо на врага, беря небольшой угол. Выходите на прямую траекторию только для пуска. При этом старайтесь доводить ракету до захвата ГСН, иначе в 99% ничего не выйдет. Я могу смело рекомендовать F-15C Golden Eagle в текущем виде к прокачке и игре через высоту. Самолет рожден именно для этого. Подписывайтесь на мой телеграм, там много интересного. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем ролике.